Болке уже 5 лет, и у него еще ни разу не было щенков. Ну вот примерно такая история у него происходит с каждой собакой женского пола. Сейчас пойдем знакомить нашего жениха с невестой. Ну и вот Болкина невеста. Сид, можно? Мы пригласили на вязку профессионала своего дела, потому что подумали, что сами мы точно не справимся. Просто для контроля нужен специалист, чтобы подсказал, что нужно делать. Вот родились щенки. Как лучше рацион щенка составлять? Может быть, какие-то есть специальные витаминные хорошие комплексы? Либо как-то изменить питание? Если хозяева, то есть, об этом не знают, то бывает, что суки погибают. Людмила, вам спасибо огромное. Завтра мы еще раз с вами увидимся. У нас очередная контрольная вязка. Dogblog. Итак, всем привет! Вы на канале Dogblog. Меня зовут Андрей Лобовкин. И сегодняшний выпуск наш посвящен необычной теме, которая бывает в жизни не каждой собаки, а особенно высокопородной собаки. Речь идет о том, что Болке уже 5 лет, и у него еще ни разу не было щенков. Наверное, это моя промашка, с одной стороны, потому что я этим не особо занимался, а с другой стороны, с учетом того, что он рабочий лабрадор, таких собак в России всего несколько десятков, и поэтому довольно сложно найти ему подругу. Вот. Сейчас, с учетом того, что по весне у него что-то совсем съехала крыша, вот, и он нюхает. Бола, иди сюда. Бола, нет. Ай-яй-яй. Ну вот, сейчас примерно то же самое происходит. Бола, иди сюда. Рядом. Нет, рядом. Рядом. Пошли. Бола, идем. Рядом. Рядом. Ну вот примерно такая история у него происходит с каждой собакой женского пола. Вот, поэтому я решил ему помочь, обратился к одной заводчице, и она нашла собаку, она тоже из Европы, тоже рабочий лабрадор. Ну, собственно, по правилам вязки девочка должна ехать к мальчику, поэтому мы договорились все это сделать в Подмосковье, но с учетом того, что у ребят по семейным обстоятельствам не получилось приехать, нам с Боло придется поехать к ним. Ребята живут в Питере, вот, и сейчас я и Боло отправляемся в Питер. Да, Боло, иди сюда. Ты едешь, нет? Давай, залезай. Так, все. Ложись. Сейчас мы ему тут включим все системы. Для комфортной езды. Да? И поедем, малыш. Маленького ангелочка я с собой не беру. Хотя она бы, наверное, была не против. Да? Пока мы уезжаем. Так, ну что, поехали? Все, мы добрались на месте. Сейчас посмотрим, как Болка. Бола, выходи. Так, вот он, разбойник. Доехали очень быстро, 7,5 часов. Трасса платная, отличная. Заправка оказалась в середине, поэтому с бензином было все нормально. Ну, точнее, с дизелем. Вот. Питер очень преобразился. Последний раз я в Питере был в 2005-2006 году. Сейчас, ну, такое ощущение, что прям вот картинка. Ну, по крайней мере, в тех местах, где я ездил, дорога очень красивая. «Газпром» отличился.
Вот. Ну, остальных достопримечательностей я пока не видел, но понравилось. Очень живенько, с дорогой вообще повезло, ни одной пробки. Поэтому сейчас пойдем знакомить нашего жениха с невестой. Можно его Да, как-нибудь? конечно, можно. Фиксировать? Да. Сейчас он подойдет, обнюхает все. Нет? Так, давайте знакомиться. Это Михаил, это Привет. Оксана. Да. Бола, иди сюда. Сид, Сейчас Сид. может быть небольшая агрессия. Сид. Стопудово будет. Так, ну и вот Стопудово будет. Болкина невеста. Сид. Можно? Это любовь. Да. Понравился ей. Болкину невесту зовут Кейла. Заигрывает? Такого мы еще не видели. Поведение. Заигрывает? Ага. И не крысится? Вообще ни разу. Давай, 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 ушки ей лежи, молодец. Все. Болу, наверное, не вытащишь теперь. На следующее утро Кейла уже не проявляла никакой агрессии по отношению к Болу. Мы сходили с ними на прогулку, а потом наши жених и невеста играли, бегая по участку, а мы ждали инструктора по вязке собак. Приехав, инструктор сознанием дела распределила роли, мы повязали собак, и я попросил инструктора поподробнее рассказать о подготовке собаки к вязке, самих родах и периоде после рождения щенков. Итак, друзья, всем добрый день. Сегодня у нас второй день вязки. Мы пригласили на вязку профессионала своего дела, потому что подумали, что сами мы точно не справимся. И я думаю, что это было правильное решение. Сейчас мы с Людмилой. Людмила, добрый день. Здравствуйте. Пару слов расскажите о себе. Давно ли вы этим занимаетесь? Ну, с 90-го года. С 90-го года, да? Когда у меня появился первый кабель, Ага. пришлось пробовать его вязать. Угу. Ну и постепенно вот так вот к этому пришла. Понятно. Вы именно вязкой занимаетесь или у вас есть питомник, разводите какую-то породу? Нет, у меня собак? питомник с 2001 года. До этого я была руководителем всех шнауцеров в нашем Санкт-Петербургском, тогда Ленинградском клубе Мгм. ДСАФ. Вот. Потом создала свой питомник. И шнауцеров сейчас разводите, да? Да. Но сейчас только черных миттельшнауцеров средних. Угу. Здорово. Как вы считаете, правильно ли мы сделали по поводу вязки, что пригласили вас, и если дать совет тем, кто нас смотрит, потому что наверняка эта тема такая актуальная для многих, вязка, и зачастую люди не понимают, как себя вести в этой ситуации, и многие думают, что они справятся с этим самостоятельно, либо нужно обращаться к профессионалам. Сложный вопрос, потому что в основном вот в природе, да, животные вяжутся сами. Угу. То есть когда сука готова и мальчик тоже, то есть у них все хорошо, Угу. то они могут сами повязать. Но просто для контроля нужен специалист, чтобы подсказал, что нужно делать. Угу. Потом, как правило, то есть мы выбираем, хозяева выбирают дни, когда им удобно, хозяевам, а не когда хотят собаки. Угу. Ну и тогда нужен специалист. Но в природе они вяжутся сами прекрасно. Угу. И в основном-то помощь получается как? Придержать суку. То есть мальчика там похвалить, если он делает садки на суку. То есть он способен сам справиться. Угу. Ну, вот как в нашем случае происходило, я, конечно, очень рад, что мы пригласили Людмилу, потому что, мне кажется, что сами бы мы не справились. Потому что у нас вчера были какие-то
такие, сказать, предварительные. Собаки что-то сами делали, но тем более, когда вот я Бола вяжу первый раз, и девочка у нас такая же еще не развязанная была, мне все-таки кажется, что когда два партнера, назовем их так, не понимают, что делать вместе, то это практически к нулю можно свести все эти... Нет, давайте я вас поправлю. Ага. Собаки от природы, они сами знают, что нужно делать. А, То есть это по генетике уже все заложено, то есть природой все заложено. Просто опять-таки, то есть вот в данном случае то есть вы приехали чуть раньше, и сука была еще не совсем готова. Вот, то есть я думаю, что там завтра, послезавтра это вообще будет идеальный вариант, и они смогут повязаться уже сами. понятно. То есть, если мы не попадаем именно в тот период, который Да. в природе сами собаки отслеживают, да, а вот, например, вчера бы она его могла не подпустить к себе, или... Да, да. Мгм. Потому что вот в природе, да, вот если взять волков, то сука сама себе выбирает партнера, Мгм. то есть волка, то есть кобеля, с которым она хочет вязаться, от которого хочет потомство поиметь. И они еще до того, как она запустует, какое-то время живут вместе. И они Мгм. уже четко знают, на какой день надо вязаться. Ну, то есть, это классическая семья, да, как у людей. Да, Познакомились, да, да, понравились да. друг другу и родились дети. Хорошо, а если берем бродячих собак, которые, ну, там, вот эти вот собачьи свадьбы, как их называют, когда сука, получается, и несколько кобелей. Но Бегают, это бегают немножко за ней. по-другому, они вместе не живут, но когда сука готова, то есть это на гормональном фоне у нее вырабатывается определенный запах, и на этот запах собираются кобели. Понятно. Вот, то И есть, с учетом того, что никто не контролирует этот процесс, да, получается, как получается. Мое мнение, конечно же, что ну, лучше все-таки обращаться к профессионалу, вот, и потому что могут быть наверняка какие-то форс-мажорные ситуации, да. Нет, ну, во-первых, если сравнивать с дикими животными, это все-таки домашние собаки, это немножко другое. В природе они много бегают, Мгм. то есть ищут себе добычу. Дома они у нас спят на диванах, избалованные. То есть они ничего не хотят, чтобы там кто-то чужой к ним прикасался, там, да, вот так вот. Мгм. Потом в природе они вместе живут, а тут привезли суку к кобелю, и вот вяжи. Готова она, не готова. То есть вот нам сегодня удобно, поэтому сегодня вяжемся. Вот, да, то есть поэтому специалист, в принципе, ну это и хозяева сук могут сделать. Самое главное, суку подготовить к вязке. То есть это помассировать петлю, чтобы она спокойно к этому относилась. То есть кобель, когда прыгает, делает садку на суку, то есть он ее обхватывает передними лапами, и в основном сукам именно это не нравится. То есть если она готова, то есть может вязаться и может забеременеть, да, то есть вот именно вот эти вот прыжки на суку, ей это не нравится. Поэтому просто руками нужно помассировать спину, живот, чтобы она расслабилась, чтобы она привыкла к этому. То есть, конечно, в первый момент они, как правило, огрызаются, но постепенно привыкают, расслабляются. То есть просто не жалеть время, так скажем, да, то есть бывает, что и час, и два даже вот так вот приходится работать с Стоять, собачками, да? да. Мгм. Чтобы А сколько... Да, Людмила, у меня есть вопрос. Как хозяину определить дату точной вязки, чтобы вас пригласить в определенный день? Ну, во-первых, сдают анализы, то есть на прогестерон, хотя они не на 100% работают, потому что гормонов много, значит, у любого живого, да, существа, ну, в том числе у собак. И они должны быть в определенной комбинации, да, то есть. А мы смотрим только прогестерон. Просто если сдавать на все гормоны и смотреть их вот соотношение по отношению друг к другу, ну, это слишком дорого получается. И это нужно не один раз, да, сдавать. Хотя прогестерон в основном на 90% правильно показывает. Можно делать мазки. То есть это у суки из петли берут пробы и под микроскопом смотрят. Прогестерон делают, это берут кровь. И в лабораториях... Утром натощак. Да, да, утром натощак. За какое время прогестерон берут? Вы знаете, у всех сук по-разному. Когда говорят, что... Вот у нас сегодня 11 или там 13 день.
Это 11-13 день, это в среднем. То есть у меня были собаки, которые, ну вот собака, которая вязалась на 4-й день, то есть вот реально, пробовали ее с 7-го дня, пробовали 3 раза вязать, она все 3 раза оставалась пустая. Потом ее поселили вместе с опытным кобелем, он сказал на 4-й день, и тогда она только родила. И знаю собаку на 28-й день от начала пустовки. Срок Значит, вязки. определяется, то есть вначале у соки идут выделения такие темно-бордовые. Постепенно они начинают бледнеть. Как только появляется вот в чистом виде кровь, и потом как будто кровь разбавляют водой, вот в этот момент нужно начинать вязать. Опять-таки, то есть лучше на день, на два раньше, чем позже. То есть когда уже все прекратилось, ну уже поздно, да, то сперма несколько дней живет в суке. А какой период вообще беременности у собак? 62 дня, все очень легко запоминается. Люди ходят, ну, женщины 9 месяцев, собаки 9 недель. 9 недель. Да, то есть очень просто запомнить. Как вот этот период родов происходит? Вас опять нам стоит пригласить? Ну, ребятами, я не знаю, просто буду ли я здесь, но вот... Нет, я могу помочь, если все у соки будет идти хорошо, потому что многие хозяева просто теряются, да. Но вообще нужно держать, вернее, договариваться с каким-то ветеринаром, который умеет кисарить, то есть грамотно, да, к которому можно либо к нему подъехать, либо он может подъехать на крайний случай, потому что бывает, сейчас очень часто суки не могут сами родить, и их кисарят. Просто чтобы ветеринар был в курсе, ну и был От чего начеку. это зависит, делать кесарево или не делать кесарево? Ну, это, во-первых, опять-таки гормональный фон, то есть такое может быть, это один момент. Потом, я очень не люблю, когда один щенок. Лучше пускай сука будет пустая, чем один и даже два щенка. То есть, как правило, они крупные, и им просто не выйти. То есть несоответствие. У да? меня была первая собака, овчарка, у нее как раз были 2 щенка, все нормально, рожала сама. Вот, вышли, и сразу такие действительно были крупненькие щеночки. Но вот очень часто бывает, да, что вот не разродится суки из-за того, что крупный щенок, особенно породы, у которых крупные головы, то есть вот бульдоги, да, то есть вот. И тогда делают кесарево в Да, этих случаях, да. да? Но если кесарево, значит, соответственно, это уже операция, и, конечно, лучше, чтобы, опять же, присутствовал профессионал, правильно? Ну это Что- да, это чтобы в обязательно ветеринар, который умеет это делать. Мгм. Ну, а вы можете в случае чего, да, своим? Нет. А, вы этим не Нет, занимаетесь, да? кесарение я не делаю, нет. Мгм, Просто вот помочь, так скажем, группа поддержки. мгм. Да, это... А что лучше тогда делать для перестраховки? Договориться с кем-то, чтобы врач приехал сюда и посмотрел на все эти роды? Либо, как правило, собак возят в ветеринарку, чтобы они рожали там? Ну, потому что собаке, наверное, Значит, вот комфортнее смотрите. рожать в своих условиях, каких-то домашних. С одной стороны, да, с другой стороны, это получается, ну, дорого. Дорого чтобы- возить? Нет, чтобы приглашать ветеринара, и чтобы он принимал роды, потому что вы не можете четко, и даже ветеринар четко не определит, она родит сейчас или завтра. Мгм. То есть может ветеринар сделать УЗИ, посмотреть то есть сердцебиение щенков, и в зависимости от сердцебиения, то есть ну, вот от состояния щенков, да, то есть Мгм. будет понятно, что она еще можно ждать начала родов, или уже нужно кесарить. Значит, такой момент. А так никто не знает, сколько времени пройдет. Хорошо, а промежуточные УЗИ стоит делать? Вот сейчас произойдут вязки, вот то, чем мы сейчас занимаемся вчера, сегодня, завтра. А потом, какой следующий этап? Стоит ли собаке сделать УЗИ, к примеру, чтобы понять, что... Вы знаете, очень многие делают. Я не сторонница делать, то есть только в том случае, если хозяева сомневаются, есть щенки или нет, да, Мгм. чтобы определить, есть или нет. Количество щенков вы все равно знать не будете. Мгм. Вот, а вести собаку в ветеринарку, как Лишний правило, раз, да? собаки нервничают. Мгм. То есть Ну, я плюс не вижу УЗИ смысла. какой-то, да, вот эти рентгеновское проникновение лучей для Ну, щенков. вот я не сейчас же знаю. говорят, что УЗИ оно не влияет. А, не влияет. Да. Мгм. Нет, то есть хуже от этого не будет. Тут самое главное, что стрессовая ситуация для собаки. Да, любая поездка, тем более собака беременная, да, у нее, видимо, сейчас по-другому Не, ну как-то они она все будет. плохо относятся к ветеринарным клиникам. Мгм.
То есть они чувствуют запах крови, запах лекарств, то есть они сразу все понимают. Мгм. Вот. Но они же не знают, что с ними будут делать, что ничего плохого не будет. Ну да. Но, как правило, то есть так вот смотришь в ветеринарках, да, то есть они все трясутся, все боятся. Да. Поэтому Ну, в лучше любом не случае дергать стресс. собаку. Хотя, то есть на 100% никто не скажет, нет, УЗИ это одно, да, а я имею в виду без УЗИ, что беременна собака или нет. То есть у них бывают ложные беременности, причем до такой степени, что и молоко вырабатывается, то есть Мгм. и даже бывают схватки у них идут, что они сами рожают, а там нет никого. То есть такие вот Хорошо, а собаки. если вы говорите, что вы не сторонник УЗИ, я, в принципе, тоже считаю, что лишний раз собаку куда-то везти, тем более, если стресс. Ну, а как тогда понять вот эти варианты? Или просто подождать 2 месяца, а потом уже... Не, ну, ну, во-первых, дети за 10 дней начинают шевелиться. Мгм. Поэтому, то есть это будет уже понятно, да, то есть все равно они А шевелятся. по размеру живота как-то, или это не Нет, определяется, они сколько там могут, щенков? живот могут просто наесть, Мгм. они могут себя беречь, то есть, ну вот ложная беременность, то есть ничем не отличается от простой беременности, ну, то есть это обычная беременность. Сейчас вы затронули тему еды, сказали поесть, и я бы хотел тоже акцентировать внимание зрителей на этом. Собака беременная, наверняка, вот, например, я знаю, что для людей, для беременных, да, женщин специально есть какие-то витамины, должен быть изменен как-то рацион с учетом того, что приходится, ну, кормить и ну, собственно, будущего младенца. Да, у собак наверняка то же самое. Что стоит делать хозяевам суки в момент ее беременности? Каким образом можно ее там подкармливать? Может быть, какие-то есть специальные витаминные хорошие комплексы? Либо как-то изменить питание? Значит, первую половину беременности вообще ничего не делаем. Самое главное, много гулять. То есть опять-таки, владельцы, которые живут на частных участках, это не значит, что целый день по участку собака бегает. На этом мышцы не нарабатываются. То есть берете собаку на поводок, и именно на поводке быстрым шагом, то есть нагуливаете собаку. Это для того, чтобы легче проходили роды. То есть это всю беременность. То есть собаку не жалеть. Большой, небольшой живот. Ходим и гуляем. А бегать она может при этом? Может. Можно ее отпускать, если ей надо порезвиться, чтобы Если она она хочет бегала? бегать, хочет прыгать, пускай делает, хочет плавать, пускай плавает. Мгм. То есть Хорошо, а второй месяц? А на втором месяце, то есть если собака на сухом корме, то покупать щенячий корм уже для щенков, да. Вот, то есть, как правило, корма для щенков, они идут для беременных, кормящих сук и для щенков. Мгм. То есть вот... Специализированные есть да. такие корма, да? А дополнительные какие-то добавки нужны? Нет, Витамины? не надо, потому что передозировка витаминов еще Тоже хуже. еще хуже, да. Это я тоже слышал. Вот. Если на естественном вскармливании, тогда нужно посоветоваться с ветеринаром. То есть у каждой породы свои там как бы такие предпочтения к витаминам. И посоветуют, какие витамины попринимать. Тоже для беременных собак. Мгм. И для кормящих. И кормить, то есть до конца, то есть пока кормят щенков. Это, как правило, до 1,5-2 месяцев щенков. Мгм. А хорошо, а родились щенки. Вот, к примеру, у нас такая ситуация. Я, Бола кормлю, он у меня на натуральном питании. Вот, я его в свое время перевел, считаю, что это правильное решение. Даю ему дополнительный витаминный комплекс, который ему не хватает. Вот родились щенки. Как лучше рацион щенка составлять? То есть лучше, чтобы щенки маленькие ели сухой корм, либо делать какое-то смешанное питание, либо наоборот, как вот по старинке, я помню раньше, когда у меня была первая собака, но это были другие времена еще, тогда щеночкам давали, что я помню, костную муку, допустим, добавляли, яичный какой-то там добавляли, я уже не помню, что какие-то еще прикорм давали, творожок, там мяско иногда. Вот как сейчас вот родился щенок, что ему... Нет, когда родился щенок, пусть он маму сосет. Да, мама... Как правило, до 3 недель собака сама способна выкормить. Угу. Причем даже если много щенков, то хватает молока, то есть до 3 недель. Угу. После 3 недель можно начинать постепенно вводить прикорм. Да. Я вообще, то есть сторонница сухого корма, потому что там все сбалансировано. Опять-таки, то есть если у вас свое собственное хозяйство, и вы уверены в своем чистом мясе, Ага. это один разговор. А покупать в магазине, то есть, страшновато.
Мгм. То есть разные бывают ситуации, варианты, и творожки, и мясо. То есть, ну, когда будут постарше, то, пожалуйста, там Мгм. можно После, уже изощряться, да? То есть, после 3 месяцев, да, после 2. Вот я своего щенка забрал в 3 месяца, вот, и, ну, он у меня ел сухой корм до года. Я просто не мог подобрать ему корм, поэтому... понимаете, в корме уже все сбалансировано. Мгм. А когда щенок растет, и высчитывать, сколько витаминок ему давать, это очень сложно. Мгм. Понятно. То есть, чтобы щенок гарантированно получал то, что ему нужно получать Да. по витаминам, да? Людмила, какие корма вы можете посоветовать без рекламы? Нет, не могу. Ну, я думаю, что это да. Кстати, друзья мои, у нас за кадром это Михаил, это не голос из ниоткуда, вот, это Михаил, владелец, собственно, Кейлы. Кейла – это жена Болкина на сегодняшний день. Вот. Поэтому, ну, чтобы вы понимали, да, что за третий голос у нас появляется в видео. Нет, я тоже согласен с Людмилой, что давать какие-то рекомендации по производителям кормов. Ну, каждый производитель говорит, что мой корм лучший, поэтому мое мнение, что если человек решил кормить собаку сухим кормом, он должен, ну, сам как-то определять. Нет, он уже подобрал. То есть у него собака ест определенной фирмы, да, корм. Мгм. То и щенков тоже на этот же корм сажать. Не Этой менять, же просто фирмы, взять да, для щенков. да, но этой же фирмы. Иногда же бывает такое, что, например, этой же фирмы не подходит, например, теленок, а подходит с рыбой, например. Вот у нас такой пример был. У Ну, нас- это ради бога. Да. Тут вы можете менять, то есть, да, вот опять-таки, то есть, если вдруг у суки мало молока и много щенков, то есть, вы видите, щенки пищат, то есть, животики не надуваются, они худенькие, то есть сучье сухое молоко, то есть, вот, да, его можно с первого дня давать. Такое же, как Да. детское молоко, такое же в банках продается и для собак сухое Да, молоко. да. А, Бывают случаи, когда суки погибают после родов. Ну вот, тогда, да, в щенков момент родов. Да, бывает момент, бывает после. То есть разные ситуации бывают, да, то есть вот. Мгм. Ну, будем надеяться, что в нашем случае все будет хорошо. Нет, очень часто бывает эклампсия, то есть это нехватка кальция, особенно у мелких пород. Да, то есть и если хозяева, то есть об этом не знают, то бывает, что суки погибают. То есть их начинает трясти, то есть видно, они такие вялые, то есть, ну вот. Хорошо, тогда вопрос. Стоит ли в момент беременности, скажем, через месяц, взять кровь для того, чтобы понять, какая картина в организме? Нет, я не вижу смысла. Может быть, чего-то не Нужно хватает? поменьше дергать собак. Просто нормально кормить, опять-таки не перекармливать, Мгм. потому что это все равно идет в щенков. Чем крупнее щенки, тем тяжелее роды, да, то есть, ну, пускай лучше родятся маленькие, были бы кости, мясо нарастет, то есть, но зато легче собаке, да, рожать, Мгм. мамочки. И все. В общем, первое, исключить стрессы. Второе, кормить как кормили, без перекармливаний. Со второй половины переходим на щенячий корм, либо добавляем какие-то витамины для беременных, Да. то есть вот. Вот, все, и гулять, побольше двигаться. Если есть где плавать, то собака плавает. Без фанатизма, я так понял, не перегружаем собаку. Нет, просто не надо заставлять. Если Да. собака хочет, пускай плавает. Всё, что хочет хочет, бегать, она- пускай бегает. Да. Да. То есть вот силой не надо, а сама... То есть многие не разрешают бежать, прыгать, она беременная, там еще что-то. Нет, пускай, если она сама это делает, она лучше знает, то есть, что ей надо. Еще вопрос. У Михаила 2 собаки. Значит, вторая собака, Спаниель, наверняка будет, ну, как-то ее поведение поменяется, особенно когда родятся щенки. Что стоит делать? Оградить полностью собак друг от друга, либо просто не допускать в клетку, где щенки, во избежание какой-то ситуации? Что здесь посоветуете? Вот я лично собаку держу, которая со щенками, держу отдельно от других собак. Угу. Во-первых, чтобы не было стресса у мамы, потому что если стресс у мамы, у кормящей суки, значит, у нее может и молоко пропасть, то есть ни к чему это. Потом она может охранять щенков, то есть она может скачать, тем самым задавить щенка,
То есть такие случаи есть. Ну, я уже слышала не один случай, когда другая сука приходила и давила щенков. Угу. То есть вот если у нее есть сейчас вольер, то она в этом вольере приоритетно находится, да, и чтобы исключить возможность, да, другой собаки попадания. Вот на заметку надо вам взять и контролировать этот момент. Спасибо огромное, Людмила. Я думаю, все подробно обо всем поговорили. Теперь не только я, но и все мы с вами подкованы в этой ситуации. Каждому решать по поводу вязок, приглашать специалиста или нет. По крайней мере, теперь вы обладаете информацией. Людмила, вам спасибо огромное. Завтра мы еще раз с вами увидимся. У нас очередная контрольная вязка. Вот, надеюсь, что все будет хорошо. И спасибо вам. Спасибо. До завтра. Да. До свидания. Спасибо и вам. До свидания. В окрестностях, где живет Кейла, есть много живописных мест для прогулок. Кейла и Бола беззаботно носились, а погода способствовала отличному настроению. Несколько дней, проведенных в Питере, пролетели незаметно. Период вязки подошел к концу, и мы с Болой с чувством выполненной миссии поехали домой. Прошло 2 месяца, и у Кейлы родилось 7 очаровательных щеночков. Беременность Кейлы проходила спокойно. Михаил и Оксана со всей ответственностью подошли к подготовке Кейлы к родам. Собака получала необходимый корм, витамины, внимание и любовь своих хозяев. Роды прошли без каких-либо осложнений. Кейла и 7 очаровательных малышей, 3 мальчика и 4 девочки, прекрасно себя чувствуют, кушают, спят и набираются сил. Новые хозяева уже с нетерпением ждут, когда щенкам исполнится 2 месяца. А я напоминаю, что одного щенка я подарю подписчику канала DogBlog. Все подробности смотрите в первом выпуске на нашем канале. До новых встреч, всем пока. DogBlog. Амазония Грин, мне просто очень понравился этот цвет. Ну, все-таки матовый ствол, мне кажется, что вот этот глянец, он немного... Можно будет бликовать. Возможно, будет бликовать. Новая модель у Бинелли называется Рафаэлло Бидаймонд. Я почему-то так и подумал, что мне понравится наиболее дорогое ружье. Всегда будем рады вас видеть в нашем магазине, поэтому заезжайте. Если что, у нас еще и нарезные ружья есть. DogBlog.